Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня в этом видео мы с вами поговорим о наших зеркалах. Давайте вместе с вами нашему зеркалу пожелаем удачи. Как это сделать и вообще для чего нужно зеркало, как с ним правильно обращаться, для того, чтобы оно всегда привносило в ваш дом благополучие, достаток, изобилие, конечно же, радость и никогда не было никаких проблем. Давайте поговорим сегодня именно о зеркалах. Итак, друзья, вы знаете, зеркало, оно само всегда впитывает информацию и может также генерировать любую информацию. Когда вы смотритесь в зеркало, вот что вы там ищете? Вот задайте себе этот вопрос. И, к сожалению, каждый из нас зачастую рассматривает недостатки своей внешности. Прыщи, морщины, опять же, с волосами непорядок, да, седина видна. И кто-то смотрится иногда в зеркало и видит последствия вчерашнего застолья. И, друзья, в это время каждый из нас неосознанно выплескивает на зеркальную гладь большое количество негативной энергии. А то, что зеркала запоминают информацию и хранят ее, мы давно уже об этом знаем. В чем же зеркальная мистика способна нам помочь? Друзья, независимо от того, верите ли вы в энергетические свойства зеркал, существует множество проверенных событиях о неудачах или даже наоборот, несказанном везении, который связан именно с зеркалом. Знаете, мыслеформы часто находят отклик во Вселенной и усиливаются через зеркала, которые выступают проводниками в загадочный и непознанный мир зазеркалья. Уходя даже ненадолго из дома, хотя бы мысленно, друзья, скажите вашему двойнику в зеркале, чтобы он был помощь вам в охране вашего дома. А помогает это в экранировании энергии и помощи потустороннего мира в ваше отсутствие. Если вдруг вы что-то забыли и неожиданно вернулись, знайте и помните, что защита разрушается, и чтобы возобновить ее, снова посмотрите в зеркало. Уходя и смотрясь в зеркало, пожелайте себе всего самого хорошего. Зеркальный двойник поделится своей энергией, которая будет в помощь вам в ваших делах. Но, пожалуйста, никогда не оскорбляйте своего зеркального двойника. Не говорите о нем плохих слов. Уж если с утра вид совсем подгулявший, отнеситесь к этому с иронией. И также, друзья, в вашем зеркале могут оставлять программу и люди, которые были у вас дома. Если человек позитивный, это, конечно, хорошо и, соответственно, наоборот. И поэтому все-таки после таких гостей лучше всего помыть зеркала, особенно как только ушли ваши гости. Помните, что в зеркало в дар не нужно брать. Могут с ним и передать вам порчу. Ну, а если вы приняли, промойте его проточной или родниковой водой. А лучше всего, если вы это сделаете святой водичкой. То же самое и с антикварными зеркалами. Мало ли какая информация хранится в таких зеркалах. И вообще, друзья, длительно находиться перед зеркалом нельзя. Конечно, вы, наверное, прямо сейчас спросите, а что же будет, если долго в него смотреть? Самое важное – это потеря жизненной энергии. Если зеркало висит в гостевой комнате или на кухне, человек невольно смотрится в него в течение всего дня. И со временем это приводит к грусти, апатии и снижению работоспособности. Также может нарушаться психика, потому что у людей, которые постоянно крутятся перед зеркалом, чаще встречается эмоциональная нестабильность. А колебание настроения является предшественником многих психических отклонений. Также возникает комплекс неполноценности. При длительном нахождении перед отражающими предметами появляется чувство собственной ущербности. И человек со временем начинает верить в превосходство окружающих над собой.
И наши предки считали, что пристальное вглядывание в зеркало приводит к потере души. Конечно же, в наше время, в современное время взгляды изменились, но если вы послушаете экстрасенсов, эзотериков, то они скажут о том, что зеркала тянут из человека энергию. Поэтому находиться рядом с ними более 10-15 минут в день достаточно опасно. В большинстве религиозных текстов, друзья, сотворение мира начинается со слова. Помним Библию. Но в современном понимании слова это информационная матрица, которая лежит в основе мироздания. И знаете, существуют слова, которые ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом. Прямо сейчас возьмите ручку, листок, бумагу и запишите эти слова. И время от времени напоминайте себе, что это произносить нельзя. Глупость, больно, ужас, некрасивый, надоело, ненавижу, грустно. И вы знаете, многие люди, к сожалению, не понимают, почему в их жизни происходят неприятные события. В одних случаях проблемы становятся следствием неправильно принятых решений, а в других – результатом фраз, которые связаны напротив зеркала. И, конечно же, каждый из нас подходит к зеркалу с разным настроением. Для того, чтобы привлечь любовь, удачу, благополучие, изобилие, важно знать, какие слова следует говорить своему зеркальному двойнику. Конечно же, самое главное правило – никогда не надо ругать себя в отражении и не употреблять перед зеркалом слова, которые несут в себе негатив. Даже если вас сейчас, в данную секунду, не устраивает что-то в себе или в вашей жизни, забудьте про это. Посмотрите на свое отражение и громко, уверенно произнесите фразы, в которых обязательно должны присутствовать только положительные эмоции. Механическое произношение слов перед зеркалом без вовлечения эмоциональной сферы, к сожалению, не даст положительного результата. И это такая, знаете, созидающая визуализация, с помощью которой вы можете привлечь в жизнь все, что вы хотите. И, конечно, каждый из нас желает привлечь богатство. Желание быть богатым и ни в чем себе не отказывать уже ни для кого не является постыдным. Порой человеку свойственно хотеть то, чего он не может себе позволить. И именно этот момент он задумывается о своем материальном положении и о его улучшении. Для этого, стоя перед зеркалом, всегда повторяйте следующую фразу: «Я хочу заработать много денег». Или другой вариант: «Я хочу хорошо зарабатывать». Повторение этого и приложенные усилия помогут вам достичь, друзья, материальной стабильности. Как вы видите, друзья, слова являются нашей опорой. И будьте, пожалуйста, уверены в них и говорите только всегда искренне перед зеркалом. Но помним, всегда должно быть все на позитиве. Друзья, смотритесь в зеркало и пожелайте себе удачи каждый день.